Привет! Меня зовут Сергей. И в этом видеоуроке мы с вами сплетем две вишенки, которые улыбаются, поднимают наше настроение и радуют наш глаз и наш аппетит, потому что они очень аппетитно выглядят, и так и хочется их укусить за бочок и вспомнить лето, когда на деревьях висят созревшие вишни и черешни. Я надеюсь, что вам этот видеоурок понравится, поэтому не забудьте поставить лайк. Итак, поехали! Приготовьте ваш станок. Ряды на нем расположите так, чтобы центральный немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны столбиков смотрят на вас и вправо. Плести мы в основном будем резинками красного цвета, примерно в центральной части станка. Например, выберем какой-то столбик, который у нас будет являться центром, допустим, вот этот, накидываем пару резинок на него и на столбик соседнего ряда. Затем еще одну пару красных резинок накидываем с этого же центрального столбика на соседний. Еще одну пару с этого же столбика на соседний. И так по кругу, как будто бы у нас звездочка получается. Вот 4 луча звезды и еще 2 луча нам осталось сделать. 5-й и еще один 6-й лучик с центрального столбика на соседний. Вот так. Далее берем одну резинку и накручиваем на центральный столбик 4 оборота. Накинули, это один оборот получился, закручиваем второй, закручиваем третий и 4-й оборот. Если у вас резинка плохо тянется, то можете закрутить просто 3 оборота, а не 4. Теперь вот эти резинки нам нужно с центрального столбика накинуть на тот столбик, которому пара принадлежит. Заводим крючок внутрь центрального и отодвигаем резинку, которую мы только что закручивали 4 оборота. Захватываем пару, которая находится выше всего. И накидываем на тот столбик, которому эта пара принадлежит. Далее вновь заводим крючок в центральный столбик и захватываем следующую пару. И тоже накидываем ее на столбик, которому она принадлежит. Далее поступаем с третьей парой точно так же. С 4-й. С 5-й. И, конечно же, с 6-й парой. Теперь на всех столбиках опускаем резинки вниз. И сейчас нам нужно по кругу на каждые 2 столбика накинуть резинки парами. Берем 2, накидываем вот здесь. Еще 2 накидываем дальше. Следующую двойку накидываем далее. Еще пара. Еще одна. И еще одна пара, которая замыкает наш круг. Теперь на каждом столбике у нас есть резинки нижнего ряда слоя, а чуть выше есть резинки верхнего слоя. И нам нужно захватить на каждом столбике нижние 4 резинки и с внешней стороны скинуть их внутрь круга. На следующем столбике поступаем точно так же. Захватываем 4 нижних и скидываем их внутрь. На еще одном столбике, на вот этом, заводим крючок сбоку, захватываем нижнюю 4 и скидываем. И на дальних столбиках поступаем точно так же. Захватываем 4, скидываем и здесь захватываем нижнюю 4, скидываем с этого столбика. Теперь опускаем резинки вниз. И сейчас мы будем расширять резинки с тех столбиков, на которых они сейчас находятся, накидывая их на соседние. Начинаем с центрального. Вот здесь захватываем все 4 резиночки, натягиваем их и накидываем на соседний столбик центрального ряда. С обратной стороны поступаем точно так же. Натягиваем и накидываем на соседний столбик. А вот с этими столбиками немножко по-другому. Нам нужно захватить 2 верхних резинки и посмотреть, откуда они тянутся на этом столбике. Вы видите, что они тянутся вот с этого столбика. Поэтому эта пара нам пока не подходит. Мы ее придержим пальцем и захватим следующую пару. Она у нас идет с центрального столбика.
Это то, что нам нужно, поэтому накидываем ее вот сюда, на дальний. А на пустой столбик возвращаем ту пару, которую придерживали пальцем. На этом столбике теперь давайте сделаем ту же операцию. Захватываем пару, смотрим, откуда она идет. Она идет из центра, и поэтому эта пара нам и нужна. Накидываем ее на соседний столбик. Разбираемся теперь вот с этими столбиками. Захватываем пару верхних резинок, смотрим, откуда идет. Не из центра, а вот отсюда. Поэтому придерживаем пальцем, захватываем следующую пару. Она уже идет из центра, и поэтому накидываем ее на соседний столбик. А вот эту возвращаем обратно. И, наконец, последний столбик остался. Захватываем верхнюю пару резинок. Она идет из центра, откуда и нужно. И накидываем на столбик, который находится рядом. Опускаем еще раз резинки. И сейчас накидываем парами красные резинки по всему периметру получившейся фигуры. Это у нас такой овал, можно сказать. Накидываем 2, затем накидываем еще 2 и так далее по всему кругу. Точно так же, как поступали чуть ранее, мы захватываем резинки нижнего слоя. На некоторых столбиках это 2 резинки, а на некоторых столбиках внизу 4 резинки. Но они все-таки относятся к нижнему слою. И мы их захватываем и скидываем с внешней стороны внутрь нашей фигуры. Вот здесь 4 снизу. Тоже захватываем, скидываем. На этом центральном столбике тоже 4 снизу. Захватываем и скидываем. И на дальних столбиках по 2 резиночки захватываем и скидываем внутрь. На следующем, еще на одном и на последнем столбике. Опускаем резинки вниз. Следующий слой у нас будет слоем с глазами. Глаза можно делать из резинок и можно делать из бусин. Я покажу оба варианта. Сначала из резинок. Берем черную резинку, накидываем на крючке 1, 2, 3, 4 оборота. Далее берем пару красных, накидываем на кончик крючка и снимаем сюда вот эти 4 оборота черной резинки. Далее возвращаемся к нашему станку и накидываем одну часть на центральный столбик, а другую часть на соседний столбик. Допустим, на столбик дальнего ряда. Один глаз у нас закреплен. Здесь нам нужно сделать еще один глаз, точно такой же. Накручиваем 1, 2, 3, 4 оборота черную резинку на крючке. Далее берем пару красных, скидываем на нее вот эти 4 оборотика и размещаем одну часть сюда, тоже на центральный столбик, а другую часть на столбик ближнего ряда. 2 глаза закреплены. Но я буду делать глаза из бусин, и поэтому я снимаю вот эти заготовки. Одну и вторую тоже снимаю. Если у вас бусин нет, то вы, конечно же, оставьте, ничего не снимая. Я воспользуюсь бусиной размером 6 мм. Также воспользуюсь проволоченкой для того, чтобы мне было удобнее накинуть бусину на пару резинок. Я беру эту бусину, накидываю на проволоченку, а сама проволочина у меня согнута вот такой буквой Г. И в этот сгиб я просовываю 2 резинки, соединяю здесь проволоку и протаскиваю бусину внутрь на пару резинок. Бусины вы можете купить в любом магазине, который торгует нитками и иголками. И размещаем эту заготовочку точно там же, где только что размещали заготовку с резинками. То есть одну часть на центральном столбике, а другую часть на столбике дальнего ряда. И еще одну такую же заготовку с глазом мы разместим одну часть на центральном столбике, а другую часть на столбике ближнего ряда. И 2 глаза у нас накинуты. Чтобы этот слой получился целиковым, мы на все оставшиеся пары столбиков накидываем по 2 красных резинки.
На каждом столбике захватываем 4 нижних резинки и с внешней стороны скидываем их внутрь. Раз. На центральном вот этом столбике тоже захватываем 4 нижних. Здесь и на всех остальных столбиках. Опускаем резиночки вниз. Следующий слой у нас будет слоем с щечками. Обычно я щечки делаю из резинок красного цвета, но здесь сама вишня у нас красная, и поэтому я воспользуюсь для создания щек резинками желтого цвета. Они будут контрастно смотреться на красном фоне. Возьмем одну резинку и накрутим 1, 2, 3, 4 оборота на крючке. Далее возьмем пару красных резинок, накинем на кончик крючка и снимем заготовку желтой резинки, 4 оборотика на пару красных. Размещаем там же, где и глаза, то есть одну часть на центральный столбик, а другую часть на соседний столбик дальнего ряда. Одна щечка закреплена, и еще одну давайте сделаем. Накручиваем 1, 2, 3, 4 оборота, далее берем пару красных резинок, накидываем на крючок, снимаем сюда вот эти обороты желтой и накидываем на центральный столбик одну часть, а другую часть на столбик ближнего к нам ряда. Щечки у нас получаются закреплены, и точно так же, как и в случае с глазами, чтобы получить нам полноценный целиковый ряд, мы на все оставшиеся пары столбиков накидываем по 2 красных резинки. Снимаем с каждого столбика резинки нижнего слоя, по 4 штучки на каждом. Опускаем резиночки вниз, и сейчас будем делать рот. Для создания рта нам понадобится одна резинка черного цвета. Накручиваем ее на крючке 2 оборота, 1 и 2. Далее захватываем 4 резинки, которые находятся между глазами, вот на этом столбике. Придерживаем эти резиночки и скидываем на них вот эти 2 оборота черной. Далее аккуратно снимаем со столбика все эти красные резинки и продвигаем черную резинку внутрь, туда, ближе к центру. Теперь возвращаем на столбик обратно 4 резинки, которые мы только что снимали. И черная у нас получилась внутри. Теперь на все пары столбиков по кругу накидываем по 2 красных резинки, то есть делаем самый обычный слой. Я думаю, что вы уже и сами догадались, что сейчас нам нужно снять резинки нижнего слоя с каждого столбика. По 4 штучки на каждом. Теперь опускаем резинки на всех столбиках, а центральную часть аккуратненько поднимем. Захватываем резинки вот здесь с центрального столбика и аккуратно поднимаем наверх. Вот на этих столбиках поступаем точно так же. Захватываем и аккуратно поднимаем наверх, чтобы резиночки оказались выше центральных столбиков. Теперь нам нужно немножко сузить эту вишенку уже ближе к концу. Сужать будем вот с этих столбиков угловых. Делаем мы это следующим образом. Захватываем пару верхних резинок и смотрим, откуда эта пара идет. Видите, она идет с этого столбика. Поэтому мы берем и накидываем ее на противоположный столбик, то есть вот сюда. Захватываем следующую пару, смотрим, откуда идет. Она идет вот отсюда, и, соответственно, накидываем ее вот сюда, на дальний столбик.
Теперь с этим угловым столбиком разбираемся. Захватываем верхнюю пару. Откуда идет? Отсюда. Значит, накидываем на столбик центрального ряда. А другую пару, соответственно, на противоположный. С дальними столбиками разбираемся. Захватываем пару верхнюю. Смотрим, откуда идет. Вот отсюда. Значит, накидываем на центральный столбик. А эту, наоборот, вот сюда. И, наконец, последний столбик. Захватываем верхнюю пару. Так, откуда идет? Вот отсюда. Накидываем на противоположный. И вот эту пару, соответственно, накидываем вот сюда. Далее, на вот этих столбиках, которые у нас ближе к центру, у нас сейчас по 6 резинок. Это и должно быть так. А вот на этих столбиках центрального ряда у нас по 8 резинок. И поэтому мы делаем следующее. Захватываем 4 нижних резинки на этом столбике и скидываем их, как обычно, с внешней стороны внутрь. И на этом столбике тоже захватываем 4 нижних и скидываем с внешней стороны внутрь. А здесь все оставляем так, как и есть. Далее нам нужно вот с этих столбиков немножко резинки ближе к центру накинуть. Поэтому я захватываю здесь 4 резиночки, аккуратно снимаю их со столбика и накидываю на тот столбик, который находится ближе к центру. Натягиваю все вот эти резинки и накидываю. С этой стороны делаем точно так же. Захватываем 4 резинки, аккуратненько накидываем их на столбик, который ближе к центру. Все сделано. Теперь давайте центральную часть аккуратненько еще раз поднимем. Аккуратненько потому, чтобы у нас не слетели резинки с тех столбиков, на которых они находятся. То есть вот на этих столбиках. Так. Далее делаем самый обычный слой, накидывая резинки парами по кругу. Беру 2, накидываю на пару столбиков. Еще пара накидываю дальше. А нижний слой я опускаю вниз, чтобы мне потом хорошо видеть, где верхний слой, где нижний. Еще одна пара дальше. Еще. Следующая. И последняя пара замыкает этот круг. Теперь на каждом столбике захватываем резинки нижнего слоя. Вот здесь у нас 6 резиночек нижнего слоя. Мы их все захватываем и скидываем, как обычно, с внешней стороны внутрь. Здесь тоже 6. На вот этом столбике 4. На этом столбике тоже внизу 4. А вот на этих столбиках по 6. Аккуратненько их берем и скидываем с внешней стороны вот сюда внутрь. И еще последняя шестерка скидываем с внешней стороны внутрь. Опускаем резинки, как обычно, вниз, а центральную часть немножко приподнимаем. Теперь нам нужно со всех столбиков резинки скинуть на пару. Но, как обычно, мы будем делать это безопасным способом. Я беру пару красных резинок и накидываю на 2 соседних столбика. И скидываю нижнюю четверку здесь, на эту пару, и нижнюю четверку здесь, на пару. Теперь эту пару мы будем двигать дальше. Я захватываю вот здесь 2, снимаю, накидываю правее. И здесь эту пару захватываю и накидываю правее. Далее захватываю 4 резинки снизу, скидываю на эту пару и на дальнем столбике тоже захватываю 4 нижних резинки и скидываю на эту пару. И далее ее продвигаем. Снимаем отсюда 2, накидываем правее и отсюда 2 снимаем,
накидываем правее. И здесь поступаем точно так же. То есть захватываем четверку внизу и скидываем на эту пару. И здесь тоже четверку внизу захватываем и скидываем на пару. Далее заводим крючок внутрь одного столбика, где у нас осталась пара резинок, снимаем. И внутрь другого столбика тоже аккуратненько снимаем. Станок временно отложим в сторону и займемся завершением работы над вот этой вишенкой. У нас сейчас, посмотрите, на крючке находятся резинки, из которых мы должны сделать петельку, проведя одну часть этой пары внутри другой части этой же пары. И насколько позволяет прочность ваших резинок, мы затягиваем эту пару. Теперь, чтобы она не расплелась, мы ее куда-нибудь вплетем. Я захватываю несколько резиночек и захватываю эту пару, вплетаю внутрь, затем еще несколько резиночек захватываю и тоже вплетаю вот эту пару. Так, если она у вас торчит еще и мешает как-то, то можно ее вплести вообще внутрь вишенки. Для этого я завожу крючок вот здесь и вытаскиваю ближе к тому месту, где у меня находится торчащая петля. И просто ее туда внутрь увожу. Все, увел. Теперь расправляем нашу вишенку. Вот такая она кругленькая вполне получилась. И теперь мы будем делать для нее кисточку или стволик. Для этого в верхней части головы, назовем ее голова, потому что она на голову очень похожа, мы находим резинки, которые у нас находятся сверху, вот таким образом. Далее берем 2 коричневых резинки, накидываем на кончик крючка и протаскиваем внутри. Раз и 2. Другую часть этой коричневой пары возвращаем обратно на крючок. Вот таким образом у нас получается эта вишенка закреплена. Далее возьмем еще одну коричневую резинку, скрутим ее в 2 оборота на пальцах, накинем на крючок и проведем сквозь петельки, которые уже у нас готовы. Вторую часть возвращаем обратно на крючок. Еще одну скрутим вдвое, накинем на кончик крючка и тоже протаскиваем сквозь петли. Вторую часть накидываем обратно. Еще одна резинка, тоже скручиваем вдвое, тоже накидываем на кончик крючка и еще раз. И таким образом нам нужно получить цепочку, состоящую из 8 звеньев. Сейчас у нас сделано 3 звена, то есть еще 5 звеньев можно сделать. Если хотите, вы можете сделать больше, тогда у вас кисточка получится немножко длиннее, а можно сделать меньше, тогда будет короче. В зависимости от полета вашей фантазии. Итак, вишенка у нас готова. Теперь отмотайте это видео к самому началу и сделайте еще одну точно такую же вишенку, потому что они будут гораздо симпатичнее и приятнее смотреться, когда будут находиться в паре. Ну, а вот эту вишенку я пока перенесу на вспомогательный крючок. И сейчас мы с вами займемся созданием листочка. Для создания листочка приготовьте ваш станок. И ряды у нас расположены точно так же, как и ранее. И сейчас будем накидывать резинки салатового цвета для создания листка по одной штучке. Накидываем с первого столбика левого ряда на первый столбик центрального ряда. С правой стороны точно так же накидываем. Далее по правому ряду вниз накидываем 4 резинки последовательно. 1, 2, 3 и 4. С левой стороны теперь точно так же накидываем 1, 2, 3 и 4. Теперь этот листок закругляем к центру, накидывая одну резинку таким образом, и с правой стороны точно так же. Далее накидываем резинки по центру с самого начала и до конца нашей фигуры. 1, 2, 3, 4, 5. И еще раз нам нужно накинуть резиночку, чтобы кончик листочка был более острым.
Вот сюда накидываем. Далее возьмем одну резинку и на последний столбик накрутим 4 оборота. Один раз, второй, третий и четвертый оборот. Далее накинем поперечные резинки. На вторые столбики, раз, два, три, каждого ряда. Треугольник у нас получился. Чуть ниже накидываем тоже треугольником. На третьи столбики каждого ряда. Еще ниже треугольником. Одну резинку. И все. 3 треугольника. Теперь переходим к процессу плетения. Заводим крючок внутрь последнего столбика. Отодвигаем резинку, закрученную 4 оборота. Изнутри захватываем одну. Снимаем со столбика, накидываем вперед. Далее захватываем резинку, которая находится выше всего. Она у нас относится к столбику центрального ряда, поэтому мы сюда ее и накидываем. И продолжаем вперед плести центральный ряд. Снимаем, вперед. Изнутри захватываем, вперед. Еще разок. Еще раз. И, собственно, все. Центральный ряд сплели. Далее плетем левый ряд или правый ряд. В зависимости от того, какая резинка выше. Мы заводим крючок вот сюда. И захватываем верхнюю резинку. В моем случае она у меня относится к правому ряду, и поэтому правый ряд мы и плетем. Просто захватываем изнутри резинку, накидываем вперед. Отодвигаем треугольную, изнутри захватываем и накидываем вперед. Тоже отодвигаем, изнутри захватываем вперед. Еще раз. И, наконец, по диагонали последнюю резинку накидываем на первый столбик центрального ряда. С левой стороны плетем точно так же. Изнутри сюда и затем вперед, отодвигая треугольные каждый раз. Раз, два, три и последний раз. Теперь засовываем крючок внутрь всех резинок, которые находятся на последнем столбике. И придерживая пальцем, чтобы они не слетели с крючка, снимаем всю конструкцию со станка. Вот такой листочек у нас получился. Теперь возвращаемся к нашим вишенкам. Их нам тоже нужно накинуть на крючок. То есть я беру все вот эти петельки, накидываю на основной крючок в дополнение к листочку. И еще другую вишенку. Все петельки накидываю на основной крючок. Далее берем 2 коричневых резинки. Накидываем на кончик крючка и на нее снимаем одну вишенку, далее снимаем вторую вишенку и далее снимаем все резинки листочка, которые у нас на крючке находятся. Другую часть этой коричневой пары возвращаем обратно на крючок. Теперь берем одну коричневую резинку. И даже вообще-то можно и 2 взять, чтобы у нас стволик был потолще. Если вы хотите такой же тонкий, чтобы он был дальше, то можно по одной. Но я попробую сделать по 2, чтобы он чуть выше был потолще. Берем 2 резинки, накидываем на кончик крючка, проводим сквозь те петли, которые у нас на крючке есть. Вторую возвращаем обратно. Еще пару поступаем точно так же. Следующая пара идет еще. Еще одна пара коричневых. И в зависимости от того, какую высоту вы хотите сделать. Но я думаю, что уже вполне достаточно. Поэтому из последней пары мы сделаем петельку, проведя одну часть внутри другой части этой пары. И затягиваем петлю. Все, у нас с вами 2 вишенки с листочком готовы. Очень веселые, очень аппетитные и, мне кажется, замечательно выглядят. Я надеюсь, что вам этот видеоурок понравился, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. До новых встреч. Пока.